Ты видела, да? Ты видела? Мы подплываем к берегам Дании. Напомню наш план – проехать 5000 километров и 5 стран. А еще неплохо было бы отдохнуть. Это наше первое путешествие на байках, поэтому будет весело. Сегодня 16-й день нашего путешествия, и мы уже проехали более 2500 километров. Сейчас сходим с парома и направляемся в наш первый город Дании – Орхус. Кстати, с погодой нам сегодня повезло, особенно по сравнению с Норвегией. Вы можете посмотреть, какой кошмар происходил там в предыдущих роликах. Так вот, погода в Дании обычно дрянь, и каждый второй день тут идет дождь. Но нам повезло. Мы встали в теньке, настолько тут хорошо и жарко. Чем же известен Орхус? Считается, что первое поселение викингов в Дании появилось именно в Орхусе, а сейчас это второй по величине город Дании с населением около 300 тысяч человек. Он знаменит лучшей публичной библиотекой в мире, самым большим органом в кафедральном соборе и светофорами с викингами, которые установили в исторической части города, дабы почтить свою историю как центр зарождения эпохи викингов. Фух, мне удалось это выговорить. Итак, здесь находится несколько музеев данной тематики, и в один из них нам удалось попасть. Сейчас посмотрим, что получится. Примечательно, что в большинстве музеев здесь нет персонала и контроля посетителей. А здесь, оказывается, музей самооплаты. То есть ты должен сейчас сам купить билет. Здесь нет никого, кто бы мог проверить. Почестное, благородное. Это действительно интересно. Честно оплатив 60 датских крон, мы пошли смотреть, что есть в музее, а есть тут многое. Древние предметы быта, которые похожи на орудия пыток. Есть даже инструкция, как они это делали, можете попробовать повторить. Множество разного вида рода украшений. Кстати, если кто не понял, вот так выглядит молот Тора. Старинный дом, а также скелет 9 века, который нашли у стены города очень недавно. А главное... О, нифига себе, рудный камень. Помнишь, мы такой не нашли в Босфорусе? Нет, классно, то что действительно здесь все на полном доверии. И все, вот с нами тут еще несколько человек, и они прям подходят, все покупают билеты, так же, как и мы. Потом смотрят аккуратненько все инсталляции, и все. И все счастливы. Круто, когда так можно вообще. Вдохновившись этим музеем и нашим путешествием по Скандинавии, мы решили именно здесь дать имена нашим Харлеям. У каждой нашей техники есть свои особенности. Женя, начнем с него. Он еще совсем зеленый, сел на мотоцикл и невероятно классно едет. Несмотря на погодные условия, несмотря на тяжелую и очень продолжительную дорогу, он держится и почти не плачет раз дождь. И это круто. И его мотоцикл тоже проехал почти всю Скандинавию. И только посреди Норвегии решил передумать и остаться там. Как настоящий викинг, он решил остаться на земле своих предков. Но это надо подумать, какое имя ему дать. Я считаю, что, конечно же, для меня он Рагнар, который с самого обычного мальчишки из Улан-Удэ просто покоряет все горные серпантины Норвегии, Швеции и сейчас уже Дании. Конечно же, про мой. Ждите, этот выпуск будет еще больше, чем предыдущий. Мой парнишка, собранный настоящими приморскими мастерами. Игорь, привет. Он держится, на самом деле, он держится получше всех тех новомодных вот этих вот харлейчиков, которые там выпустили. Несмотря на то, что он такой же пожилой и весь латанный, перелатанный, и постоянно выдает мне какие-то фокусы. Он лучшее из того, что я могла взять в поездку, не считая моего мужа. Он как настоящий Флоки с легкой придурью, несмотря ни на что, встает каждое утро и продолжает путь.
Мы также прогулялись вдоль одноименной реки Орхус, которая протекает через центр города и раньше являлась важнейшим центром водного снабжения, а сейчас вдоль нее построена прекрасная набережная. На главной площади расположен самый старый кафедральный собор Дании. Мы его упоминали в начале. Помимо самого большого органа, в нем также прекрасно сохранились алтарь и фрески, которым более 700 лет. Прочие достопримечательности, такие как воссозданный из старинных зданий, привезенных сюда со всех уголков Дании старый город, или музей современного искусства, спроектированный по концепции божественной комедии Данте, мы, к сожалению, посмотреть не могли, так как нужно было уже выдвигаться дальше в дорогу. Когда ты едешь в мотопутешествие, у тебя всегда жесткий тайминг. И ощущение, что ты везде вечно опаздываешь, постоянно присутствует. От него вообще никуда не деться. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, а завтра мы с вами найдем настоящие рунные камни, посетим Леголенд и доберемся до Копенгагена. Всем пока!